Привет, с вами Алена, и заработаю сегодня я, а в клиентах у меня мастер Елена. И это тот самый редкий случай, когда Лене делают педикюр, а не она. Хотя сегодня не будет педикюра, если честно. Мы сегодня Лене будем стричь ногти, и я немножко расскажу про то, что же происходит с ее ногами. Во-первых, Лена их безбожно отрастила, но это не потому, что она такая невнимательная, а потому что тупо банальная нехватка времени. И, честно говоря, запись этого видео была где-то в час, а может быть в 2 ночи. Я точно не помню, это наши ночные посиделки, когда мы бегом-бегом что-то делаем друг другу, и тут даже вообще не стоит цель ни в какой эстетике, а просто Лена сказала: я больше не могу ходить, у меня болят пальцы, там что-то врастает, давай почистим, давай уберем. Понятно, что они у нее болели, и Лена тоже это прекрасно понимает, она же у нас подолог все-таки как-никак, да. Конечно, я говорю: Лен, ясен пень, ты отрастила эти ногти, и не мудрено, что они болят. И только посмотрите, как они закручиваются. Вот специально оставила этот кусочек, показываю, видно, что арка такая, не то чтобы П-образная, но такая вот она, закручивающаяся туда вовнутрь. Конечно, при отрастании все это трется о кожу и появляется дискомфорт. Дальше берем нашу новую альтернативу Пронтоман спрею. Он в разы дешевле и прекрасен, вообще эффективен на все 100%. Я прям ставлю лайк этому средству. Я давно ждала его и искала. В общем, размягчает все ткани, плюс антисептические свойства, то, что доктор прописал. Дальше берем кюретку. Кстати, ссылки на все инструменты и все, что использую в видео, включая спрей, обязательно оставлю в описании. С помощью кюретки мы проверяем подногтевое содержимое, достаем всякие неприятные неприятности, кусачками срезаем маленький уголочек, который мешал нам жить, и по необходимости дорабатываем фрезами. Еще раз напомню, что цели в педикюре вообще не было, то есть не стояло у нас там никакой эстетики, ничего. Обрабатывали до тех пор, пока ощущение дискомфорта не уходило. Поэтому супер классные картинки не ждите. Реалии, они таковы. Вылезанные красивые педикюры — это для клиентов, это для фоточек в Инстаграм. А у нас тут вот Лена сейчас пальцем: еще вот здесь мне поковыряй. У нас это так все проходит, потому что ей действительно было больно, и я, как никто другой, понимаю, что такое околоногтевые мозоли. У меня они есть на 6 пальцах и из 10 на ногах, поэтому я уж это точно знаю. Дальше со второй стороны тоже прочищаем, все, что можно убрать, убираем, и сейчас будем переключаться на вторую ножку. Тут я не выдержала, срезала вот эту махну ножницами, потому что просто мне мешало это жить. Я понимала, что это не имеет смысла, но тем не менее продолжала резать. Дальше снова проверяем под ноготочком, потому что Лена говорила: там, наверное, что-то еще есть. На себе же всегда без тормозов. Вот у нас с ней не раз, кстати, бывало такое, что она такая: у меня прям там как будто чешется, давай еще. И в итоге что-нибудь там расфигачивали. А тут вторая нога, в общем. Вторая нога, она вообще моя любимая. Сейчас показываю, как нельзя делать. Как вы стрижете дома ногти. Вот обратите внимание, такие постригли, а дальше ножницы не заходят. И думаете такие: а дай-ка я оторву. Все равно же уже почти все. И так, раз, два, и отрываете. И думаете, что все нормально, длины как бы нет. Но вот тот самый кусочек, тот самый острый угол, который будет у вас врастать. Вот здесь мы специально оторвали этот ноготь. Я спросила у Лены разрешение, прежде чем акт вандализма был совершен, для того, чтобы показать вам, как же это происходит. Это настолько частое явление, потому что не тот инструмент, не получается подлезть и так далее. И действительно, инструмент, я уже говорила об этом не раз, он очень важен. Потому что без него даже самый дофига крутой подолог или там мастер маникюра, педикюра помочь вам не сможет, потому что не будет банальной технической возможности. Также всегда мы клиентам предлагаем на домашнее использование кусачки, которыми работаем, сами объясняем, как ими нужно правильно пользоваться, либо у нас банально есть услуга подстригания ногтей, стоит она всего 300 рублей. Но бывают люди, которым не дано им стричь ногти, это тоже может быть, почему бы и нет, мы обязательно примем, подстрижем и отправим с Богом, почему бы и нет. В общем, я надеюсь, что вы запомнили, как не нужно делать, и больше, чтобы я такого ни у кого не наблюдала.
И поймите, а это я тут показываю для мокрой техники педикюра. Короче, действие 30-60 секунд, и все размякло. Вот, и что хотела сказать, да. Очень частый вопрос, вот он, кусь сейчас будем убирать. Очень частый вопрос в директ, что вот у меня вырастает ноготь, но я там не могу к подологу, не могу к хирургу, вообще никуда не могу, потому что живу там, не знаю, там за Северным полюсом, где-то за полярным кругом, где-то еще. В общем, цивилизации нет. Скажите мне, пожалуйста, что мне сделать, чтобы у меня это прошло. Но вот когда у вас врос ноготь в ткани, и его нужно доставать специальным инструментом, я ничего не смогу сделать дистанционно. Нужен очный прием, то есть нужно физически с вами поработать для того, чтобы я могла чем-то вам помочь, и чтобы это все перестало болеть. Ну, либо не я, не принципиально. Я хочу, чтобы люди это принимали и понимали, что не нужно злиться на меня за то, что я даю такие ответы, потому что многие говорят, ну, типа, и что, вы мне ничем не поможете? Ну, конечно, я не помогу. Если где-то у меня есть знакомые в каких-то городах, я обязательно отправляю. Если таких знакомых нет, то я говорю, ищите подолога в своем городе. Это очень просто сделать. Это подолог, хэштег подолог, название вашего города, и смотреть по фотографиям, по работам, дальше отправлять фотку в директ, писать, и, как говорится, просите, и вам ответят, спрашивайте. И это сейчас не такая проблема. Подологов действительно стало очень много, и с вросшими ногтями работает уже внушительное количество мастеров, чему я несказанно рада, и люди учатся, я вам больше скажу, развиваются и растут. Вот, это, короче, для тех, кто хочет, чтобы помогли дистанционно. Я считаю, что тут с этим делом напряженка. Дальше. Я уже показывала этот ноготь в других видео, но давайте повторим. То, что вы сейчас наблюдаете, это последствия хирургического удаления ногтя. И Лена от себя просила добавить и передать, она говорит, Алена, не надо так прям, вот ты прям этих хирургов, их гнобишь, как не знаю кого. Конечно, не все хирурги с мутацией рук, которые растут не из того места, конечно же, нет. Есть действительно стоящие профессионалы, которые очень круто удаляют, и потом ногти растут нормальные. Но это был не Ленин случай, потому что у нее после удаления растет вот так. То есть есть кусок ноготочка, пластины, который травмирован, и он постоянно просто отщепляется от нее, и это очень больно. Если задеть носком, ну, неудачно его натянуть, короче, будет адовая боль. Такое часто бывает еще на мизинцах, наверное, многие с этим сталкивались, а вот у нее на большом пальце. И все, что мы можем сделать, это в зимний период мы делаем вот такие вот зачистки, вплоть до твердосплавной фрезы по необходимости. Все сглаживаем, сводим на нет. А летом иногда я, бывает, даже уговорю Лену протезировать вот этот вот кусочек, доложить туда осторожно гель через натяжку тейпом и покрыть. Ну, это буквально пару месяцев в году, потому что потом мы снимаем, у нас снова все начинает отрастать, вырастать. Короче, это замкнутый круг, это не прекращается, у нее есть эта тенденция, мы ставили ей и коррекционные системы, и обувь поменяли. Сейчас, конечно, уже гораздо лучше. Раньше был совсем кошмар, то есть бывали моменты, когда я не могла ходить. Но, тем не менее, подскручивается, есть такие проблемы, мы продолжаем работать. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте про масло. Питание, увлажнение очень важная штука. И самое главное, после него все выглядит не так плохо, как было до этого. Всем большое спасибо за просмотр, за понимание. Берегите себя и свои ногти. С вами была Алена. И Лена тоже была в кадре, теперь как клиент. Всем пока-пока.